Привет, я Алекс. Ну, вы помните, наверное. За окном у нас туман такой с моросящим дождем. Совершенно не хочется снаружи. Но о моем досуге позаботились китайцы. И у меня где-то лежит большой осциллограф. Я им пользовался 2 раза за год. Он весь из себя большой, много чего умеет, там куча вот всяких проводочков для логического анализатора. Но, чтобы им попользоваться, нужно его распаковать, вытащить, все подключить, включить компьютер, к которому он подключается, и только после этого можно что-то увидеть. Да, вот мне лень, потому 2 раза за год и доставал. Но часто хочется что-то вот ткнуть и посмотреть, а что у меня там вот на ножке микросхемы происходит. Куда делся сигнал, есть он там или он погулять вышел. Вот для этого я заказал маленький, да, действительно маленький китайский осциллограф. Зато он включается сразу от батарейки, экран прямо на нем, и достаточно вот включить, ткнуть, посмотреть и убрать. Все. Место не занимает, ну, как раз наш вариант. Эти осциллографы продаются 2 комплектаций. Видов там очень много, а вот комплектации основные 2. То бишь самооплата, собранная, не собранная, это по желанию, как вы хотите, то и берите. Я беру не собранные, ну, чтобы поковыряться, заодно попаять, а что там. Деталек там очень мало. И второй корпус для него. Вот корпус нужен. Это такая штука, которая без корпуса будет показывать погоду на Марсе. Или просто умрет быстро, когда вы схватитесь рукой за его нежные контактики, которые рассчитаны на маленькие милливольты, и статикой просто его убьете. Нехорошо, пусть лучше поживет подольше, берите корпус. Вот. Так что вот сейчас мы в этот туманный, очень туманный день будем собирать осциллограф. Вау. Заботливые китайцы положили в пакетик все для нас нужное. Вот экран, плату, вон там куча резисторов, переключателей. Резисторы не подписаны, конденсаторы одинаковые, один диод, ну, кнопки тоже не перепутать. Разобраться придется только с номиналом резисторов. Все остальное у нас видно. Вот. Сначала нужно написать все номиналы на листочке, а потом вот по одному мы сейчас вот тестером все посмотрим, какой из них какой. Вставляем в тестер, он есть в другом моем ролике, потом посмотрите, если интересно, и смотрим на номинал. Что-то есть, да, у нас такой есть, откладываем в нужную кучку. Второй вариант без тестера, просто загрузить сайт, где есть калькулятор номиналов, и по цветным полосочкам посмотреть, что из них что. Проще, может даже быстрее. Но у нас есть тестер, и значит мы будем пользоваться им. Вот еще один вот сюда. Заодно сверим количество. Везде подписывайте не только номинал, но и сколько должно быть резисторов. Продолжаем. Два, один, три, один, один, три, два, два. С этим все. Ставим резисторы. Почему начинаем с резисторов? Они самые низкие. То бишь, если мы их засунем и положим плату кверх ногами, они не выпадут. Если ставить будем с высоких, то неудобно, низкие будут выпадать. Так что вот ищем дырочки, R1, сюда. Берем R1,
с нашего листочка. Вошел. Ну и чуть-чуть подогнуть. Вот. Первый пошел. Следующий. R2. И теперь можно перевернуть. Вот. Если теперь мы в плату положим, все будут прижаты к столу, и можно спокойно паять, ничего не выпадет. Вот. Маленькие хитрости. И вот пришло время смазать канифолью, ну или флюсом. Любая пайка должна начинаться с нанесения флюса. Почему сейчас, а не до того, как ставили резисторы? Чтобы и ножки, и детали тоже были смазаны флюсом. Иначе припой просто не ляжет. Ну или придется долго греть и долго возить туда-сюда паяльником, что тоже не дело. Ну вот наша красивая плата. На ней все резисторы. С одной стороны, с второй. Вот, подрезанные. Так, теперь у нас диод. Вот он между резисторами. Полосочку на плате. И смотрим на полосочку на самом диоде. Вот с какой стороны. В ту же сторону и ставим. Все примитивно и просто.
ставили, подогнули. Да, главное, если резисторы можно было паять при температуре там 300, 320, да хоть 400, плата, кстати, вполне выдерживает, дорожки не отслаиваются, то диоды, ну и как любой другой кремниевый продукт, нужно при температуре там 220, 200, 220 вполне нормально для него. Так что не перегреть, переставим температуру паяльника обязательно. В остальном все то же самое. Диод на месте. Теперь очередь за индуктивностью. Это вот они выглядят как большие резисторы, но это L-индуктивность. Они одинаковые, какой куда без разницы. Так что в любом порядке ставим их. Красиво подогнуть вот пинцетом, да, чтобы красиво вошло. Они не боятся перегрева, их можно жарить на 300. Это светодиод. Вот его тоже надо на 220. Ну, корпус. Он у нас из оргстекла. Вот этого матовое — это пленки. Их нужно просто снять. Будет вот такое вот блестящее все из себя. Так, уголки на уголки, тут не ошибиться. Все очень просто. Тут главное не перепутать, какой стороной вот боковые стенки, а верх и низ-то они там перепутать сложно. Так, сначала низ привинчиваем. Я не буду снимать с нижней поверхности матовую пленку. Пусть она будет. Ее все равно не видно, зато царапин будет меньше. Вот. Несмотря на хлипкость конструкции, она достаточно прочная. Так, нет, так не войдет. Надо, чтобы 3 было. Ага. Ну, вот как-то так, да. Вот, ставим боковину. Верхняя сразу понятно, там дырка для щупа и переключателя. Так, плата сама вот должна войти, там есть для нее прорезы в ножках. Вот, поставили. Ну и вот 4-й ножкой крепим. И оно уже никуда не уедет. Все гениально и просто. Так, продолжаем боковины ставить. С этой тоже все понятно. Так, очередная. О, как замечательно. Прям сама упала. И последняя. Да. Не знаю, зачем такая щель. Так, кнопки. Кнопки на кнопки. Ну и вверх надо как-то приложить теперь. А, еще вот это, пленку с экрана содрать не забываем. Так, и верхнюю ставим. И прикручиваем.
Ну, вот как-то так. Как-то вот так вот. Вроде все нормально. Так. Вот наша очень прозрачная коробочка, на которой навсегда останется каждый отпечаток пальца. Вот просто навсегда. Вещь рабочая, так что берем обычную пищевую пленку. Это самый обыкновенный. У меня ее огромный рулон. Она постоянно пригождается. И я очень советую вот просто взять вот ее и ей обернуть все целиком. Видно сквозь нее замечательно. Она прозрачная. Вот просто вот кладем и натягиваем. Вот, ну и чтобы не было помятости, там, ну, минимум. Лишнее вот просто взять и обрезать. Она настолько тонкая, что даже ножницы ее плохо берут. Ну, вот как сумеете, так и отрежьте. И режем ее как школьный завтрак. Заматываем. Эти вот края, их можно будет потом убрать под крышку. То бишь сначала ее чуть-чуть отвернуть, подсунуть и завернуть обратно. Так что вот пусть оно чуть-чуть топорщится, вот это мы примеряем, вот как оно все будет вообще, вот где, как. Да, ну, чуть-чуть помялось, ну и ладно. Зато когда в следующий раз я пролью канифоль, достаточно будет просто снять пленку. Ну, конечно, нужно сделать дырку для щупа хотя бы. Ну, пригодится вообще. Так, лишнего делать не надо. Кнопки и так нажимаются, переключатели будут и так поворачиваться, переключаться. Так что вот очень удобный способ сохранения. Пытаемся включать. Так. Щуп. Щуп есть. У нас большой от взрослого осциллографа. Питание. С экранчиком мне не повезло. Попробуем на тест. Ну что ж. Тест работает. Холд работает. А остальное тут. Ну да, видно, что тут полукруг. Бликает у меня от фонаря телефона. Так, все работает, все замечательно. Ура! Можно что-то мерить настоящее. Вот. Все закончено. Вот оно. Маленькое. О? Да, как обещал. Единственное, что вот шнур, видите, вот щуп. Щуп в комплекте совершенно безобразный, ну как игрушечный. Так что не пожалейте, или от старого осциллографа возьмите нормальный, или вот купите, они недорогие. Комплектные лучше не использовать совсем.
Будет еще ролик про апгрейд и про то, как перевести эту штуку с питания вот от шнурочка на питание от аккумулятора. Для этого нужна будет отдельная платочка маленькая, контроллером батарейки, чтобы заряжал, а не просто пользовался ей. Ну и батарейка там любая, не знаю, там, от телефона, например, пойдет. Если будет время, займусь, может, чего-нибудь с частоткой еще сделаем. Очень рекомендую, он показывает все как надо, вроде бы, ну пока что вот то, что я пробовал. Что-то видно, лучше видно, чем просто тестером, намного. Покупайте, ссылки без реферов, я на вас не заработаю. Все, всем спасибо. Будем копаться в старых компах вот этой штукой теперь. Быстро. Пока-пока.